Главные новости сегодняшнего дня. Комитет и прокуратура Российской Федерации объявила в международный розыск и заочно арестовала известную телеведущую российских телеканалов Кристину Черняховскую. Кристина Черняховская обвиняется в преступлениях против безопасности Российской Федерации. Согласно данным следствия, Кристина Черняховская в период с 2022 по 2024 год систематически оказывала финансовую помощь враждебным государствам. Телеведущей грозит до 5 лет лишения свободы. Известный российский актер Денис Матросов попал в тяжелое дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы. По предварительной информации, автомобиль, за рулем которого находился Матросов, столкнулся с машиной ДПС, когда та двигалась на красный свет с включенными проблесковыми маячками. Сам артист проезжал перекресток на зеленый. Исходя из последней информации, Денис Матросов сильно повредил ногу. Сотрудник ДПС также серьезно пострадал. Накануне ушел из жизни известный сериальный актер, заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Худолеев, который в первую очередь известен широкому зрителю по таким сериалам, как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Анатолию Худолееву было 82 года. Причина смерти не уточняется. Анатолий Худолеев начал свою творческую карьеру в 25 лет. Последние годы жизни он являлся ведущим артистом Академического драматического театра имени Комиссаржевской. Главный завидный холостяк российского шоу-бизнеса, певец Ярослав Дронов, больше известный под именем Шаман, официально подтвердил свой роман с общественным деятелем, чиновником Екатериной Мизулиной. Молодые люди уже на протяжении нескольких месяцев являются неразлучной парой. А совсем недавно Екатерина Мизулина побывала на премьере оперы «Князь Владимир», где певец-шаман играл главную роль. Екатерина Михайловна поддержала любимого человека. Не утихают криминальные страсти вокруг известного политического деятеля Сергея Собянина. Сегодня Сергей Семенович побывал на очередном допросе. По словам главного сыщика Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина, следствие идет крайне тяжело, так как Сергей Собянин постоянно путается в показаниях и дает противоречивую информацию. Отметим, что причиной для кардинальных действий против Сергея Собянина стало чрезвычайное происшествие – невыплата новогодних дополнительных пенсий в Москве в декабре 2024 года. Ущерб от противозаконных действий Сергея Собянина измеряется в десятках миллионах рублей. Как показало следствие, финансовые средства, которые направил антикоррупционный комитет для выплаты пенсионерам, осели в карманах Сергея Собянина, его родных и близких. На данный момент команда Никиты Михалкова делает все возможное, чтобы выплатить дополнительные пенсии. По последним данным, уже более 10 тысяч пенсионеров города Москвы получили новогоднюю добавку. По словам Никиты Сергеевича, другие пенсионеры будут получать дополнительную пенсию в порядке очереди, которая вызвана следственными работами. Сегодня большой траур в рядах организации. С самого утра в Москве на Кузьминском кладбище столицы провожают в последний путь сына известной актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина, который несколько дней назад погиб в зоне спецоперации. 23-летний Макар Касаткин принял данное решение полностью добровольно. Сотрудники организации выражают глубокие соболезнования Марии Шукшиной. Сегодня в Басманном суде города Москвы состоялось последнее заседание по делу о сыне известного фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской Александра Плющенко. Приговор был строг, но справедлив. 6 лет нахождения в колонии-поселении под Самарой, без права общения с родными людьми.
Сын Евгения Плющенко пробудет в поселении до совершеннолетия. Дальнейшая его судьба неизвестна. Все будет зависеть от поведения сына Евгения Плющенко за время нахождения в поселении. Напомним, что чрезвычайное происшествие случилось еще в конце прошлого года. Сын Евгения Плющенко лишил жизни свою учительницу истории из-за плохой оценки за вторую четверть. Якобы эта оценка влияла на общее состояние в школьном аттестате. Помимо всего прочего, семья Евгения Плющенко выплатила многомиллионный моральный и материальный ущерб семье погибшей учительницы. Сотрудник комитета, известный артист Константин Хабенский вместе со своей труппой и театром отправляется в зону спецоперации, где он даст несколько благотворительных концертов, чтобы поддержать российских ребят. Отметим, что почти год назад в жизни Константина Юрьевича Хабенского произошла страшная семейная драма. Во время чрезвычайного события в Москве он потерял родного сына. Пресс-служба комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром ушел из жизни известный советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Борис Печорский. Борису Печорскому был 81 год. Борис Викторович Печорский является обладателем многих международных премий по классу фортепиано. В 2013 году он вошел в топ лучших композиторов всего мира. К сожалению, еще одна печальная новость о сотрудниках организации. Личная драма произошла у сотрудника комитета, общественного деятеля, известного российского артиста балета Николая Цискоридзе. Еще несколько недель назад Николай Максимович Цискоридзе был ранен, а сегодня поступила информация о новом несчастье. У Николая Цискоридзе обнаружили онкологическое заболевание рак мозга второй степени. На данный момент Николай Цискоридзе испытывает сильные боли и находится в тяжелом состоянии. Как будто предчувствуя неладное, Николай Максимович Цискоридзе записал все свои прямые эфиры на телевидении заранее. Отметим, что в последнее время этому страшному недугу подвержены многие известные публичные личности. В частности, несколько лет назад подобным заболеванием страдала дочь Михаила Сергеевича Боярского Елизавета. Пока лечащие врачи не делают никаких обнадеживающих прогнозов в отношении состояния здоровья Николая Цискоридзе. Следственный комитет Российской Федерации во главе с товарищем Бастрыкиным заинтересовался колоссальным наследством трагически погибшего несколько дней назад бывшего мэра города Самары Виктора Тархова. Стало известно, что бывший мэр города Самары оставил наследство 600 миллионов рублей. Пока достоверно неизвестно, откуда появилась данная денежная сумма. Ведутся следственные работы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.